Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет рядом. Конфеты съела, коробка осталась. Сохраним приятные воспоминания. Это ведь готовая выкройка. Из ткани вырежем 2 детали с учетом припусков на швы. И такую же деталь вырежем из клеевого флизелина и проклеим одну часть. Приближается весна. Из-под кроватей стыдливо появляются первые весы. Для этого я использую мини-гладильную доску. Укладываем нашу деталь, потом флизелин, закрываем все куском мокрой хлопчатобумажной ткани и фиксируем утюгом. Потом берем еще одну деталь из синтепона и собираем все вместе. Закалываем булавочками. Деталь у нас сложной изогнутой формы с уголочками. И прошиваем все по периметру. При шитье сложных изогнутых форм приходится следить и вовремя останавливать машинку. Оставляем отверстие для выворачивания. Отрезаем все лишнее. Как говорил известный скульптор, взять кусок мрамора и отсечь от него все лишнее. Делаем надсечки в уголках и отрезаем лишние уголки. Остается самое простое – вывернуть эту деталь и тщательно расправить уголочки. Для того, чтобы придать жесткость всей конструкции, поступаем просто. Эту заготовку надо тщательно проутюжить. Тогда синтепон как бы спекается, становится жестким и плотным. Мне хочется донышко сделать хорошо выраженным. Для этого я бумажную деталь накладываю и обрисовываю середину. Календарь нужен для того, чтобы понимать, вот эта суровая зима за окном, уже весна. Теперь надо прошить донышко по намеченным линиям и сделать несколько швов внутри этого донышка. Заложим и застрочим выточки. Совмещаем вместе 2 уголка и продолжаем выточку вниз до донышка. Получилась у меня корзинка вот такой необычной 8-угольной формы. В принципе, можно оставить и так, но весна. И хочется уже чего-то более романтического. У меня осталось немного искусственных цветов. Покупала я готовую веточку, и цветочки эти использую в своих самых разных работах. Из желтой ленты нарезала отрезки примерно по 3-4 сантиметра длиной. Их края надо опалить над огнем, чтобы они не рассыпались. Весну обещали жаркую. Не пропустить бы этот день. Искусственные цветы я разобрала, чтобы мне было удобнее работать. Из 2 рядов лепестков составляю целый цветок. Сшиваю их вместе, а серединку закрываю желтой ленточкой. Для этого собираю этот маленький отрезок на иголку с ниткой, притягиваю и фиксирую. А потом готовый цветок пришиваю к корзинке. Не знаю почему, но мне захотелось эти цветочки пришивать на разном уровне. Один чуть выше, другой чуть ниже. Плевать на симметрию. Душа просит. Добавила в эту корзинку разные радующие сердце мелочи. Нам всегда говорили, главное не форма, а главное содержание. Самое ценное, что при взгляде на эту корзинку просто хочется улыбаться. Вы, девоньки, улыбайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Самое главное, когда начнет таять снег, не вляпаться ни в какую весну. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами была Полина.